Всех приветствую. Ну что же, биткоин у нас показывает достаточно сильное снижение, глубоко пролились, собрали стопы, которые я ожидал, что соберут, и направились даже еще пониже. Вряд ли для кого-то это стало сенсацией, данное снижение, многие ждали похода вниз. А почему это произошло? Вполне возможно из-за вот этой новости. Выпустили новость, фейковую новость о том, что CZ Binance, Чанпэн Чжао, основатель Binance, был арестован в особняке во время рейда ФБР. И вы только вслушайтесь. В подвале особняка была обнаружена комната с BNB и Binance USD. Как они могли ее там увидеть? Жалко, что еще в килограммах не написали. Написали бы еще, что CZ по вене пускал там свой BNB, втирал в десна Binance USD, и поэтому вот он такой плохой. Ну, на что, естественно, Чанпэн Чжао раскритиковал издательство The Block, написал, что это фат. И также генеральный директор напомнил в своем твиттере, что данный новостной сайт уже распространял негативные и неправдоподобные новости о Binance. Это было 3 года назад. Оригинал статьи уже давно удалили, но копии до сих пор ходят, и свой эффект на кого-то она все-таки оказала. На этой новости и Binance немного пролился, и вполне возможно это могло стать триггером для битка. Все-таки Binance одна из крупнейших мировых бирж. Ну и как мы видим, после этого рынок окрасился просто сплошняком в красный цвет, и кружочки такие красивые, одного размера, одного цвета, кроме одного, Genesis. По индексу страха и жадности видим, что особенно не напугались трейдеры. Вчера страх был 30, сегодня даже меньше. Точнее, цифра больше, но страха меньше, цифра 33. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC. То есть не нужно подтверждать свою личность документами. Что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть 2 дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. И, кстати, что еще хорошо, то что Tether выпустили новость о том, что они начали сотрудничать с компанией Binder Dicker Otto для проведения ежемесячной аттестации. Эта компания входит в ассоциацию бухгалтерских фирм, и она будет осуществлять аудит финансовой отчетности. Ну, то есть тем самым подтверждать, обеспечен ли Tether на данный момент чем-то, либо они просто печатают свои стейблкоины. Благодаря этому соглашению Tether планирует перейти от подготовки ежеквартальных отчетов о финансовых результатах к предоставлению ежемесячной отчетности. Tether стремится лидировать не только в инновационных технологиях, но и в прозрачности и подотчетности перед своими клиентами, которые используют стейблкоины для ежедневного заработка на торгах в десятки миллиардов долларов. В общем, это неплохая новость, потому что очень часто для того, чтобы уронить рынок, используют негативные новости, используют фат по поводу Тезера. Постоянно вкидываются такие новости о том, что Тезер не обеспечен. Тезер просто так печатает свои стейблы. Но пока что данный стейблкоин живее всех живых и всегда проходят все аудиты. Давайте вернемся к рынку. Вот этот график. Я очень часто смотрю ликвидация лонговых позиций. Цена у нас пролилась, собрали мы стопы, которые в принципе ожидаемо могли быть собраны. Но сейчас летим еще ниже. Объемы, кстати, ликвидаций
не превышают предыдущие, но практически на тех же значениях. О чем это может говорить? О том, что с большей вероятностью будет сбор еще одних стопов, то есть еще один импульс вниз мы, скорее всего, увидим. Если смотреть график биткоина, то здесь также с большей вероятностью можно сказать, что этот импульс был не последним. Коррекции ходят как минимум в 3 волны. Если это коррекция, то это будут 3 волны. Если же это поход в ад, ну то есть на перелой, тем более будет еще одна волна вниз. Поэтому для меня в приоритете сейчас это какой-то отскок и еще один добой вниз, возможно даже для сбора вот этих стопов в район 20-ки. Плюс здесь психологический уровень, плюс здесь стартовал вот этот импульс, за него многие попрятали стопы. Ну, в общем, отличная зона для того, чтобы сходить еще и сюда. Да, могли бы ограничиться и здесь, но структура пока не выглядит завершенной. Что же касается уровней, мы уже находимся в оптимальной коррекционной зоне. Здесь можно уже искать какие-то сигналы на разворот. Их, кстати, пока еще нет. Если я бы планировал прикупить биткоин, я бы дожидался заходного импульса. Но не просто отскока, потому что этот отскок может быть просто еще одним, так сказать, фейковым ростом перед еще одним снижением. Здесь нужно будет по факту уже смотреть, как будут вести себя объемы, какие будут показатели на индикаторах и вообще какая будет структура этого отскока. Заходной импульс все еще в силе. На данный момент для меня это с большей вероятностью коррекционное движение, которое еще не завершено. После его завершения продолжится восходящее движение наверх. Давайте посмотрим комментарии, что написали под предыдущим видео. Только не бросай свое дело. Отличные обзоры. Спасибо. Рынок живет каждый день. Поэтому несколько недель без твоих обзоров как вечность. Но стараюсь выпускать, когда есть желание, есть спонсоры, есть какая-то отдача в виде просмотров и чего-то другого. Очень радует каждый день слушать обзоры. Снова принялся за обзоры. Респект. Отличные видео. Спасибо. Ювелир. Спасибо. Спасибо. Зарегистрировался по ссылке BinX. Кстати, кто не зарегистрировался, советую. Но где 20-ка, так и не понял. 20-ка ожидается на следующей неделе. Точнее, не 20-ка, а розыгрыш. Будут выбраны 100 случайных пользователей из тех, кто зарегистрировался, и им будут предоставлены ваучеры на 20 USD на этой бирже. Пока предварительно раздача планируется на следующей неделе. Что можно сказать про Mover? Не видел раньше эту монету, но выглядит она как монета с потенциалом на памп, потому что она упала просто куда-то на дно. Увидели здесь отскок, объемы хорошие залетели, кто-то сюда зашел, ну естественно кто-то и вышел на этом отскоке. Вот здесь была неплохая точка входа после импульса на откате. Можно было получить 78%, достаточно неплохо. Но сейчас идет слив, и пока я бы не залетал. В нее можно будет залетать, если будет какой-то локальный отскок. Опять-таки, ну как обычно. Пока что здесь просто слив, я такое не подбираю. Когда мы увидим уже вот здесь какие-то объемы, ну то есть опять будет какая-то остановка, после импульса на откате можно уже рассмотреть лонги. Пока здесь основное движение прошло, новой точки входа нет. Но данные объемы радуют, значит эта монета еще не умерла, значит она кому-то еще интересна. С возвращением, спасибо, с возвращением. Спасибо, кстати. Товарищ Дон Дигидон, это спонсор канала, который уже 5 месяцев спонсор. Это, можно сказать, лучший подписчик на данный момент моего канала. Искренне благодарность. Поддерживает не только на словах, но и материально. Так, пишу коммент поддержать канал. Благодарю. Можешь посмотреть монету Flow. Монета Flow. Вот она на Binance. Ну, здесь, кстати, похоже на предыдущую монету, на этот Mover. Также упали, также отскок, также объемы на полу. Хорошая вероятность отсюда полететь наверх. Но здесь даже она еще получше выглядит. Здесь структура не нарушена. Здесь вполне вероятно то, что это коррекция в 4-й волне и будет еще один заброс наверх. Объемы сократились, но не упали до предыдущих значений. Пришли в зону разворота, на 4 часах ударились об скользяшку. Здесь также можно посмотреть на наличие заходного импульса, когда он будет, и на его откате попробовать взять эту монету. У нее потенциал на как минимум еще одну волну наверх, а цель этой волны предыдущие хаи, поэтому от текущих значений это 37%, но не факт, что мы достигли дна, потому что пока идет сильное снижение. Плюс, если биток еще полетит вниз, думаю, альткоины поддержат это снижение и могут раздолбать себе все структуры. Поэтому потенциал есть, точки входа нет. А мы давайте посмотрим другие комментарии. Насколько упадет биткоин? Рассказал в этом видео. Я рассказал в предыдущем видео свои мысли об этом. Здорово, прогнозыч, глянь HNT Helium. Так, на данной монете мы не упали пока на дно, по крайней мере на этом графике. От своих пиков 87%, бывало и побольше, потенциал падать еще есть куда. Обычно в район 93-95% альта падает.
Ну и что касается текущего положения цены, здесь, судя по всему, да, лой здесь даже пробили. Вполне вероятно, можем и еще ниже пойти. Но в любом случае здесь нисходящее движение, даже локально рассматривать точку входа можно только на отскоке. Ну, плюс мы еще и лой здесь пробили. Так что с большей вероятностью немножечко можем еще пониже сходить. Поэтому эта монета не очень хорошо по мне так выглядит. Есть проекты пободрее. Но вот здесь вот неплохой уровень. Здесь была проторговка, и вполне вероятно вот сюда можем и вернуться. Плюсики. Прогнозыч, привет. Привет. Что такое гэп? Что такое гэп? Это даже можно перевести в обычном переводчике. Англо-русский словарь. Гэп, пробел, зазор, разрыв, просвет. А если смотреть на графики биткоина, то вот он гэп, который я уже несколько раз показывал. Вот, видите? Нет свечи. Разрыв, пробел, все как в Яндекс переводчике. Ну, в Google переводчике то же самое. Вот он гэп, разрыв, вот он гэп, разрыв. И судя по истории, эти разрывы очень часто закрываются. То есть, смотрите, например, вот это снижение, мы закрыли вот этот гэп. Вот здесь был гэп, такой маленький разрыв, был еще в 2020 году. И мы его долго не закрывали. Долго сюда цена не возвращалась. И что мы видим? Его прямо легонечко цепанули. Тем самым, можно сказать, закрыли его. Вот, например, на истории небольшой гэп, хоп, цепанули немножечко, даже полностью не закрывают, просто немножечко в диапазон зашли и полетели дальше. Здесь вот на корона-дампе был разрыв, упали и пошли наверх, закрыли его. В общем, пока из ближайших гэпов, которые не закрыты, вот они два, туда с большей вероятностью и придет цена. Но имейте в виду, что она может не сразу сюда прийти, как, например, вот здесь с 2020 года не закрывался он и закрылся только через 2 года. То есть вполне вероятно можем и пониже пойти, где-нибудь болтаться и закрыться только через 2-3 года. Это, конечно же, в худшем случае. Точнее, в худшем случае он вообще не закроется, этот гэп. Но, судя по истории, судя по статистике их закрытий, данные разрывы неплохо отрабатывали. Поэтому их можно использовать как такие своеобразные цели. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про спонсора канала. Также регистрируйтесь по ссылке в описании. Заглядывайте в телегу. Всем удачной торговли и счастливо.